Украинская армия обратилась к Путину. Дерзкое заявление украинского генштаба для Кремля. Подарок Москве от ВСУ. Киев не скрывает своих намерений. Операция разведки России на территории НАТО. Силы ГРУ зашли в тыл. Атакован важнейший объект. Трамп зажигает фитиль. Макрон требует от ЕС задействовать торговую базуку против США. Разрыв отношений. Удар по базам Америки в Европе. Ответ ЕС. Выдворение американского сапога. Мир через силу и действия на опережение. В США призвали европейцев смириться и объяснили, чем Гренландия в руках Трампа отличается от Крыма в руках Путина. Коллапс, паника на финансовых рынках. Второе заявление за неделю. Лондон предупреждает о большой проблеме на фоне вероятной публикации данных о внеземной цивилизации. Протесты в столице Германии. Швеция обвиняет белорусских монахинь в шпионаже, анонс большой войны и крещенские купания. Лукашенко удивляет прыжком в прорубь. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Швеция обвиняет монахинь из Беларуси в шпионаже и возможном финансировании армии России. О большом скандале пишет The Telegraph. В материале говорится, что женщины, выдававшие себя за монахинь и продававшие сувениры в церквях, оказались связаны с белорусским монастырем Святой Елизаветы, который, как заявляется, поддерживает действия Путина в Украине и имеет связи с военной разведкой РФ. По данным издания, инцидент произошел в одном из храмов в пригороде Стокгольма. Там монашкам разрешили торговать небольшими сувенирами и изделиями ручной работы. Позже появилось подозрение, что сестры из белорусского монастыря могут передавать вырученные деньги на поддержку российской армии. Женщин уже окрестили Z-монахинями, поскольку в интернете появились кадры монахинь с флагом России, а также в бронежилете на территориях, неподконтрольных Украине. Настоятель шведской церкви заявил, что не знал о репутации белорусского монастыря и никаких подозрений у него не было. Он также отметил, что неверно утверждать, что прихожане, покупая сувениры монахинь, якобы финансировали войну в Украине. Небольшое количество людей пришло и купило несколько изделий. Это не может финансировать войну, абсолютно нет. Фицо не попугай. Премьер Словакии Фицо рассказал, что обсуждал с Трампом на секретных переговорах в эти выходные в частной резиденции Мар-а-Лаго. Дискуссия была долгой, говорит Фицо, с акцентом на украинский вопрос. Далее цитата. «В контексте других чувствительных международных событий я четко обозначил словацкую мирную позицию и мнение, что дипломатия и взаимное слушание должны иметь приоритет перед военными решениями». Конец цитаты. Стороны обсудили состояние дел в ЕС, его конкурентоспособность, энергетическую и миграционную политику. Трамп, утверждает Фицо, согласен с мнением, что Евросоюз сейчас находится в глубоком кризисе. Также, по его словам, Вашингтон считается с позиции Братиславы, потому что она не как брюссельские попугаи, это цитата, которые поддакивают главе Еврокомиссии, когда речь идет о военной поддержке Украины. Темой долгой дискуссии стали многочисленные международные вопросы с особым акцентом на Украину, где американские представители интересовались нашей позицией, потому что знали, что мы не являемся брюссельскими попугаями и длительное время выражаем собственные суверенные мнения о войне в Украине, опираясь на наши знания. Трамп зажигает фитиль. Макрон требует от ЕС задействовать торговую базуку против США. Оказывается, так называется антипринудительный инструмент Европейского Союза, который изначально разрабатывался как своеобразное экономическое оружие для недружественных стран, но никак не для союзника по НАТО. Издание «Политика» пишет, действия Трампа и его решение объявить торговую войну странам ЕС ведет к точке разрыва отношений. Одним из обсуждаемых вариантов для центристов и левых политиков является задействование антипринудительного инструмента ЕС, так называемой торговой базуки, мощного инструмента возмездия, изначально созданного для защиты от давления со стороны Китая. Он позволяет Европе вводить тарифы и ограничения на инвестиции против стран-нарушителей. Ранее Брюссель избегал конфронтации, опасаясь, что США могут выйти из НАТО. В столицах ЕС хоть и опасаются эскалации, ведь торговая война с Америкой может ударить по экономике Европы, но тем не менее сам факт обсуждения базуки против главного союзника по НАТО показывает, напряжение достигло критической точки, пишет западная пресса. Это пугающее время, признают в Брюсселе. США же призывают Европу не пугаться, а думать о будущем. Трамп, по словам министра финансов США Бессента, мыслит стратегически. Вашингтон хочет действовать на опережение, потому что борьба за Арктику неизбежна. И на Гренландию, как считает Бессент, может напасть Россия и Китай, а поэтому нужен мир через силу. Об этом он заявил в интервью NBC News. Он также провел параллели с Россией и Крымом и заявил, что европейцам будет лучше, если Гренландия войдет в состав США.
Мы сохраним наши гарантии по НАТО. И если на Гренландию будет совершено нападение со стороны России или откуда-либо еще, нас втянут в конфликт. Так что лучше сейчас мир через силу, сделать ее частью Соединенных Штатов. И тогда конфликта не будет. Потому что США сегодня самая мощная страна в мире. Мы сильнейшая страна в мире. Европа демонстрирует слабость. США демонстрируют силу. Официальное послание Трампу сделали и союзники по НАТО. Дания, Германия, Франция, Британия и еще 4 страны Альянса выступили с совместным заявлением в защиту Гренландии. Они подтвердили, что военные учения в Арктике не угрожают никому и направлены лишь на укрепление безопасности региона. Мы выражаем полную солидарность с королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем. Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной эскалации. И пока весь мир следит за претензиями Трампа на Гренландию, президент США все чаще в частных разговорах указывает еще и на Канаду, как новое слабое звено в Арктике. По данным NBC News, он обеспокоен тем, что Оттава не способна защитить свои границы также от России и Китая и требует увеличения военных расходов. Американские чиновники уже обсуждают более жесткую арктическую стратегию и возможное соглашение с Канадой по усилению обороны. Аппетиты Америки разрывают НАТО. Европейцы готовы ударить по базам США и вышвырнуть американцев. На фоне споров вокруг Гренландии в Альянсе может разразиться огромный скандал. Об этом сообщает The Economist. Если США поглотят Гренландию официально или силой, это разрушит доверие к статье 5 НАТО про взаимную оборону участников Альянса, говорится в материале. Трамп, напоминает издание, уже неоднократно ставил ее под сомнение. И в случае вторжения американских войск на остров европейским правительствам предстоит сделать жесткий выбор – игнорировать Гренландию как малозначимую и сохранить трансатлантические связи, или защищаться, разорвать отношения с Альянсом и стать доступной мишенью для противников. Также ЕС рассматривает варианты давления на Вашингтон, пишет The Economist. Один из таких рычагов – удар по американским военным базам в Европе, в частности, изгнание американских военных. Без доступа, например, к базе Рамштайн в Германии, Трампу будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток. Срочный приказ. Министерство обороны разворачивает свои войска. Призыв вернуться на позиции. Зарубежная миссия прервана. 15 немецких военнослужащих неожиданно покинули Гренландию всего через 44 часа после прибытия. Отъезд произошел на следующий день после угроз Трампа ввести пошлины против Германии и ряда других стран за поддержку Дании в территориальном споре. В Берлине настаивают, что миссия была завершена по плану и принесла важные результаты. По официальной версии, дополнительную поездку по острову отменили из-за плохой погоды. По данным Bild, приказ покинуть Гренландию поступил утром 18 января из Берлина. Сначала СМИ писали о тайном и поспешном отходе, но позже смягчили формулировки. Отъезд совпал с резкой критикой Трампа военного присутствия союзников в Гренландии. В Бундесвере также заявили, что первоначальную задачу изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки выполнили. Наша группа, участвовавшая в многонациональной разведывательной миссии в Гренландии, сегодня планомерно завершает выполнение поставленной задачи. По данным министерства, военнослужащие получили на месте важные сведения. На этой основе сейчас совместно с нашими партнерами по НАТО будут согласовываться возможные меры по укреплению безопасности в Северной Атлантике и Арктике, добавили в ведомстве. Банки рухнут, люди останутся без еды и топлива. Виноваты инопланетяне. Второе шокирующее заявление за неделю. Лондон бьет тревогу. О мировой катастрофе предупреждает экс-аналитик Центрального банка Великобритании Хелен Маккоу. Финансовый коллапс, предполагает она, произойдет, когда США официально признают существование внеземной цивилизации. И по данным Sunday Times, Маккоу уже написала письмо главному управляющему Банка Англии и призывает его подготовиться. Маккоу считает, что официальное признание НЛО спровоцирует шок на финансовых рынках и может привести к краху банков, гражданским беспорядкам. Маккоу, проработавшая в Банке Англии 10 лет, настаивает, что политики и банкиры больше не могут позволить себе игнорировать разговоры о внеземной жизни и иронизировать о зеленых человечках. Если будет сделано официальное заявление, и нам представят совершенно неоспоримые доказательства, то, на мой взгляд, уже через несколько часов начнется тотальная финансовая нестабильность, сказала она. Если банки начнут рушиться, платежная система развалится, и на улицах начнутся беспорядки, потому что люди не смогут заправить машины или купить еду в супермаркетах.
Напомню, буквально на днях британский режиссер Марк Кристофер спрогнозировал, что летом этого года на чемпионате мира по футболу Трамп сделает сенсационное заявление о первом контакте с инопланетянами, при этом не приведя никаких деталей, откуда у самого Кристофера есть такие сведения. В то же время на последние события в мире и информацию о внеземной жизни уже отреагировал Медведев, автор многих странных прогнозов. Он вспомнил свои предсказания и удивился, что его абсурдные писания начинают сбываться. В этом сам и признался. Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз, вроде тех, что я готовил в 2022-2024 годах. Но нет, это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются. Обращение украинского генштаба к Кремлю – подарок Путину от ВСУ. Украинская армия больше не скрывает своих намерений. И это звучит как прямое предупреждение Москве. Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил: «Оборона – лишь этап, потому что в обороне победу не добыть». Это цитата. А потому Украина готова наступать и готовится к наступлению в 2026 году. Заявления прозвучали в интервью изданию «Левый берег». Россия, по его словам, не отказалась от цели взять под свой контроль всю Украину. Изменились только сроки и ресурсы. Поэтому 2026 год станет новым витком войны. Киев делает ставку на асимметричную стратегию, дальнобойные удары по территории России, операции сил специальных операций также на территории России и технологическое превосходство, чтобы, как говорит Сырский, вынудить армию РФ тратить резервы на защиту. Сырский прямо указывает, Россия уже выпускает сотни ударных дронов в сутки и планирует довести их число до 1000 в день. А главное послание звучит однозначно: переговоры возможны только с позиции силы. Украина не собирается уступать землю, политую кровью. Это также была цитата. И готова навязать свои условия тем, кто все еще рассчитывает на силовой сценарий, говорит Сырский. В обороне мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию. При этом мы прекрасно понимаем, что в обороне победу не добыть. Поэтому мы будем проводить наступательные операции. И, конечно, будем бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Потому что это приводит к тому, что враг вынужден задействовать и снимать значительный ресурс. Людской ресурс, ресурс вооружения, боеприпасов, чтобы сдерживать наши активные действия. Вот, собственно, все, что я могу сказать. Операция разведки России на территории НАТО. Силы ГРУ зашли в тыл. Атакован важнейший объект – военный завод, на котором производится оборудование для украинской армии. В Североатлантическом альянсе уверены, за тем, что произошло, стоят силы Москвы. Подозреваемые уже задержаны. Это, по версии следствия, агенты России. В целом 6 человек и граждане сразу нескольких стран – Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси. Все произошло на территории Литвы. Вильнюс уверяет, что целью было уничтожение производства мобильных станций радиоперехвата, критически важных для ВСУ, а также другой продукции на сумму свыше 1,5 миллиона евро. Диверсия, в частности поджог, как заявляет Литва, был совершен в 2024 году. Расследование выходит на финальный путь, а потому и летят обвинения в адрес российской разведки именно сейчас. Сегодня расследование продолжается в отношении лиц, которые организовывали и координировали эти преступления и нападения. Упомянутые лица, как отметил прокурор и как отметил я, связаны с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В России уже призвали ЕС не усугублять и без того непростые отношения, обвиняя в саботаже, шпионаже и диверсиях. Звучат вновь и заявления об антироссийской истерии на Западе. Протесты охватили столицу. Крик, который должен услышать Мерц и другие лидеры ЕС. На фоне новостной блокады внутри Ирана иранская диаспора в Германии берет на себя роль громкоговорителя. Десятки иранских беженцев устроили протест в центре Берлина. С собой они принесли плакаты «Свободу Ирану», а также портреты иранской девушки, которую арестовали за несоблюдение правил ношения хиджаба. Вскоре она погибла в одной из тюрем Тегерана. Участники митинга обвиняют власти Ирана в целенаправленных убийствах тысяч протестующих и призывают ЕС не ослаблять давление на правящий режим. Мы хотим демократического Ирана, мы хотим независимого Ирана. И мы также выступаем против военного вмешательства в Иране. По меньшей мере 5000 человек, в том числе 500 силовиков, погибли во время антиправительственных протестов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника. В Тегеране ожидают, что окончательное число погибших резко не увеличится. При этом совершенно открыто и серьезно Тегеран предупреждает Трампа об ответном ударе, если США начнут охоту на Али Хаменеи. Если в жизни дорогого народа Ирана существуют трудности и стесненные условия, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников. Посягательство на верховного лидера нашей страны равнозначно объявлению полномасштабной войны против народа Ирана.
Священная церемония в Израиле. Тысячи православных христиан со всего мира приехали в Каср-эль-Яхуд. Это местность на берегу реки Иордан, где по преданию проходило крещение Иисуса Христа. После молитвы паломники по традиции трижды окунались в Иордан. Считается, что на богоявление вся вода целебная. Но не только эти кадры сейчас расходятся по сети. В минус 15 окунуться в прорубь решил и Лукашенко. Все прошло без проблем. Кадры поздним вечером 18 января опубликовала его пресс-служба. Лукашенко был не один, а со своим шпицем Умкой, который прыгать в ледяную воду не стал, но явно переживал за хозяина. Самый древний жилой дом Рима, которому более 2000 лет, открылся для посетителей. Легендарный дом Грифонов, названный так из-за изображений этих животных в одной из комнат, находится рядом с Колизеем. Здание построено во 2-1 веках до нашей эры, говорят итальянские археологи. До наших времен уцелели только 2 этажа дома. На первом наземном этаже лишь следы атриума с бассейном и мозаиками, а вот второй подземный этаж полон архитектурных сокровищ. Попасть туда можно только по крутой и узкой лестнице. Безопасные экскурсии в таких условиях проводить сложно, поэтому археологи придумали необычный формат. Посетители остаются на 1 этаже, а гид с камерой на голове спускается в недра античного Рима. Мы разработали систему экскурсий с прямой трансляцией, в которой используется устройство – смартфон с камерой, закрепленный на операторе, находящемся непосредственно на объекте. Благодаря сети точек доступа и стратегически размещенному Wi-Fi внутри дома, зрители остаются на верхнем уровне, а оператор спускается по крутой лестнице и с помощью голоса описывает пространство, а через камеру передает изображение самих помещений. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего вам дня. Спасибо, что каждый день со мной. Не забудьте поддержать меня лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.